Дорогие скорпионы, февраль 2026 года – это не просто очередной месяц. Это период жесткой и честной инвентаризации жизни. Вы почувствуете, что старые механизмы начали скрипеть, и привычные способы зарабатывать, договариваться и выстраивать процессы больше не дают прежнего результата. Это момент, когда бессмысленно латать дыры, и становится очевидно, что системе нужен капитальный пересмотр. Также и окружение пройдет строгую проверку. Те, кто годами пользовался вашими ресурсами, вниманием или поддержкой, начинают отслаиваться естественным образом. Не держитесь за старые связи из чувства долга или привычки. Освобождая пространство, вы готовите место для более смелых, равных и перспективных взаимодействий. Успех приходит к тем, кто умеет выжидать, видеть ситуацию глубже и делать выверенный ход в нужный момент, особенно в делах и финансах. Давайте подробнее разберем, что принесет этот месяц, и начнем с первого важного события – полнолуния во Льве 2 февраля. Если до этого вы предпочитали действовать из тени, управлять процессами негласно или оставаться в роли серого кардинала, то теперь обстоятельства требуют проявленности. Это полнолуние не оставляет возможности отсидеться. В профессиональной сфере это четкий момент проверки авторитета. Наступает стадия, когда вы либо подтверждаете свой статус результатами, либо наружу выходят слабые места, которые раньше удавалось скрывать. Не избегайте ответственности, именно она становится источником роста и уважения. Публичность и репутация в эти дни приобретают особый вес. Любое ваше слово, жест или решение воспринимается острее обычного. Это удачное время, чтобы заявить о себе, представить проект или прояснить отношения с руководством, заказчиками или партнерами. Важно держать планку, действовать спокойно, уверенно и без лишних эмоций. Полнолуние помогает вам выйти на новый уровень влияния, если вы соединяете свою природную проницательность и готовность быть видимыми. 14 февраля происходит один из ключевых транзитов. Сатурн переходит в знак Овна, и его принципы простые. Либо вы управляете своей жизнью, либо управление переходит к обстоятельствам. В работе начинается период, когда рассчитывать можно только на себя. Если ранее проекты могли зависать или откладываться, теперь потребуется личное включение и четкое управление процессами. Это время жестких решений, в том числе по людям, обязанностям и форматам сотрудничества. Сатурн поддерживает тех, кто берет на себя сложные задачи и доводит их до конца без оправданий. В личных отношениях проходит проверка на зрелость. Символично, что данный транзит начинается в день влюбленных, но для скорпионов это не про романтику, а про честность и ответственность в отношениях. Теневая сторона транзита проявляется там, где есть недосказанность, манипуляции и избегание серьезных разговоров. Такие связи могут быстро охладеть или завершиться. Положительная сторона – это возможность выстроить прочный союз, основанный на реальных договоренностях. В этот период слова имеют вес только тогда, когда за ними стоят действия, планы и готовность брать обязательства. Для Скорпиона это месяц выбора, дисциплина вместо хаоса, воля вместо самооправданий. Те, кто сделает этот выбор, получают прочную опору и ресурс для серьезных достижений в течение всего года. Иллюзии уходят, начинается период реальных результатов. 17 февраля происходит следующее ключевое событие – новолуние и солнечное затмение в Водолее. Оно формируется в тесном взаимодействии с Плутоном, управителем Скорпиона, и это усиливает эффект многократно. Если в начале февраля перемены казались поверхностными, то теперь они становятся фактом. Прежняя конструкция жизни больше не работает, и это невозможно игнорировать. Затмение на первый план выводит тему окружения, связей и коллективных процессов. Социальные роли и союзы проходят быструю и безжалостную проверку. Люди, с которыми вы раньше шли рядом, могут перестать соответствовать вашему вектору.
В то же время новые контакты, возникшие неожиданно, могут оказаться важными. Ваша задача не удерживать связи из привычки. Затмение само убирает изжившие связи. Это подходящий момент для выхода из токсичных коллективов, пересмотра договоренностей и отказа от навязанных ролей. Освободившееся пространство – это не потеря, а перспектива для более сильных и длительных союзов. В профессиональной сфере возможен эффект резкого ускорения. То, что долго не двигалось, внезапно потребует немедленных действий. Придется отказаться от консервативных методов и проявить гибкость и готовность рисковать. Финансово важно соблюдать холодную голову. Необдуманные траты в день затмения нежелательны. При этом предложения, поступающие извне, стоит рассматривать внимательно. Некоторые идеи, выглядящие странно или нестандартно, могут оказаться точкой роста в перспективе нескольких месяцев. Ваша задача – отличить хаотичную суету от реальных изменений в профессиональной среде. Затмение затрагивает и личное пространство. У многих скорпионов появится потребность в полной очистке как на физическом уровне, так и на эмоциональном. Старые семейные сценарии, застарелые обиды и внутренние страхи могут проявиться резко, но с одной целью – чтобы вы перестали жить по устаревшим программам. Это период предельной честности с собой. Признайте, какие ограничения вы больше не готовы нести. Энергия затмения может подтолкнуть к смене образа жизни, формата проживания или долгосрочных жизненных ориентиров. Решения, принятые сейчас, будут иметь долгосрочные последствия. Солнечное затмение – это целенаправленный демонтаж слабых конструкций. Влияние Плутона усиливает интуицию скорпионов и позволяет видеть глубже, чем обычно. Вы улавливаете будущие тенденции раньше, чем они становятся очевидными. Главная рекомендация для вас – снизьте внешнюю активность в день затмения и несколько дней после него. Наблюдайте за тем, что уходит из вашей жизни. Соединяйте интуитивное чутье с рациональным расчетом. Так вы закладываете основу для более новой и устойчивой реальности. В этот момент вы закрываете не просто главу, вы переписываете сам фундамент своей жизни. С 26 февраля Меркурий разворачивается в ретроградное движение. Для скорпионов это фаза глубокой интеллектуальной и эмоциональной ревизии. Ошибка этого периода – верить словам и обещаниям без проверки, а главная сила в умении чувствовать подтекст и скрытые мотивы. Начало ретроградного движения приходится на зеркальную дату. Это усиливает тему повторов. События, разговоры и люди могут напоминать ситуации прошлого, особенно из недавних циклов. Возвращается не случайное, а то, что когда-то не было доведено до конца. Важно понимать, цель этого периода не в том, чтобы откатиться назад, а в том, чтобы иначе отреагировать. Если появляется старая идея, незакрытый финансовый вопрос или человек из прошлого, это повод посмотреть, чему вы тогда не научились, и исправить этот сценарий. Также Меркурий в Рыбах склонен искажать данные. В профессиональной сфере возможна путаница в сроках, условиях и формулировках. Зона повышенного внимания, документы, переписка и устные договоренности. Не лучший момент для подписания долгосрочных контрактов. Если нельзя откладывать решения, проверяйте детали максимально жестко. Преимущество скорпионов – умение читать между строк. Используйте конец февраля для анализа и пересмотра старых проектов. Тихая работа сейчас даст больше, чем активные переговоры. Главное предостережение для вас – не путать ностальгию с реальной ценностью. Сейчас легко идеализировать людей и ситуации. Решение о возобновлении отношений лучше отложить до марта. Февраль 2026 года – это месяц, после которого уже невозможно жить по-старому. Иллюзии рассеялись, а на их месте появилась ясная и трезвая картина реальности. Вы перестаете ждать удобного момента и начинаете его создавать сами.
Дальше вас ждет только движение вперед с ясной целью и полной ответственностью за свой выбор. Дорогие друзья, если прогноз вам понравился и принес пользу, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Также не пропустите гороскоп для Скорпиона на 2026 год. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!